Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про гоночную машинку на базе движка Yamaha R1. Признавайтесь, вы ждали эту серию? Лично я очень долго ждал и уже даже успел немножко подготовиться. Вот это, друзья, коробка с полуфабрикатными деталями. А еще я приобрел тормоза. Вот смотрите, эти пойдут на передок. Ушло большое количество времени даже на то, чтобы хотя бы просто определиться с ними. Это была целая боль, друзья. Но вот они у меня уже в руках. Это целый комплект. Есть и передние, и задние тормоза. Что очень круто. Остановился я, короче говоря, на проме. Тут, правда, нигде не написано. Но кто в теме знает, что это такое. Вес вот этого блинчика 4 килограмма. Ну, а суппорт весит 2,5, по-моему, что-то около того. Ну, довольно-таки большой вес. Сзади я постараюсь как-то все это дело немножко полегче сделать. Вот такие, в принципе, тормозные диски найти не проблема. Они почему-то сейчас все огроменные. И такое чувство, что на 13-й радиус колесных дисков тормоза уже не делают. То есть, делают какие-то всякие невентилируемые, абсолютно простецкие. Ну что такое, блин. Только в раж войдешь, вырубают свет, ребята. 88 вольт, представляете, какая роскошь. Смог найти только под 14-е диски тормоза. Но прикол в том, друзья, что под гоночные магниевые мои диски, вы издеваетесь? А ну включись, хоп. Так, под гоночные магниевые диски мои подходят даже, по сути, 15-е тормоза. Вот как-то так. Потому что там нет выемки для натягивания резины. Там оно немножко по-другому собирается. И можно влупить довольно-таки большие тормоза. Короче, это 14-е тормоза и 4-поршневые суппорта. Вот так они выглядят в масштабе, друзья. Ну, а это я вам показывал карбон-керамический диск. Не знаю, под какие он колесные диски, но он 400 мм в диаметре, огромный. Это передние, ну а это задние. Как вы можете заметить, они немножко меньшего диаметра, они не вентилируемые. Я их, кстати, немножко подрезал, уменьшил. А эти вентилируемые. Уменьшил для того, чтобы, во-первых, облегчить немножко, а во-вторых, судя по колодкам, здесь было много лишнего мяса. Вот видите, как сейчас колодки плотненько стоят. Здесь никуда не выпирают и нет свободного пространства. Ну а с этой стороны они также хорошо стоят. Так что все правильно сделал, что подрезал. Колодки были немножко меньше, чем надо. Понимаю, друзья, что очень медленно идет процесс. Проект будет затяжной, я вас сразу предупреждал. Но без всяких разных вот таких деталей, если еще не определился, нечего даже проектировать. Представляете, неизвестны никакие размеры и что, от чего, куда, где отталкиваться, неизвестно. А проектирование подвески, например, это довольно-таки сложная вещь. И все надо заранее спроектировать, все прекрасно себе представлять, как, что и где будет установлено, чтобы ничто ничему не мешало. И самое главное, чтобы были правильные углы. Этим я как раз таки сейчас и занимаюсь, постигаю эту науку. Но есть ряд непонятных нюансов. Также я закупился еще кое-какими заготовками и полуфабрикатами. Я вас предупреждал ранее, что хочу сделать очень легкий болид, чтобы он был скоростной и мега маневренный. И чтобы вообще никто меня догнать не смог. Но я и сам не думал, что буду так жестко упарываться, друзья. Если все будет удачно с подвеской, то машинка реально будет мега легкая. Потому что, смотрите. Уф! До чего доходит дело даже. Как вы думаете, что это, черт возьми, такое? Это титан, друзья. 130-й кругляк титана. С него я буду пробовать делать ступицы. Ну, если получится, как он там будет в обработке, я не знаю. Но вот даже упарываюсь поэтому. Болты буду продолжать титановые везде устанавливать и алюминиевые гайки. YouTube, конечно, замечательная площадка, позволяет упарываться просто по максимуму. Смотрите, даже вроде бы как изначально не особо тяжелые тормозные диски я все ж таки облегчаю еще немножко.
С этого диска я снял примерно 100 грамм дополнительно. Вот. И вместо болтиков с нержавейки я поставлю все тот же титан. Еще где-то грамм 30 можно будет убрать с каждого. С задними тормозами, как я уже говорил, пока не определился, вот эта штука весит дофига. Если бы можно было установить алюминиевый сюда стаканчик, можно было бы на килограмм, наверное, облегчить. Потому что вот эта часть, она тяжелая. Ну, я еще пока не придумал. Может, все-таки задние на мотоциклетных дисках сделаю. Вот на таких, например. Это будет сильно легче. Целую неделю и днем, и ночью рисовал чертеж. Перечерчивал, перекраивал, делал даже макет. Чертежными работами занимаюсь на полу, дома. С удовольствием. Значит, смотрите. Вот это колесо и колесный диск. Колесный диск уже, кстати, я немножко доработал. Пришлось убрать здесь чуть-чуть металла. Потому что суппорта такие, они очень широкие и не входят. Нужно, в общем-то, делать было бы огромную проставку. Вот я ее нарисовал. Она все равно будет, эта проставка, но не огромная. Где-то 14 миллиметров, и все будет помещаться с зазором 2 миллиметра. Это тормозной диск, как вы понимаете. Это рычаги подвески. Кто в теме, сообщаю, значит, ось вращения подвески вот примерно на таком уровне находится от земли. То есть здесь где-то 180 миллиметров. Как я понимаю, если я сделаю примерно в этом месте центр тяжести автомобиля, то у меня крениться он вот так вот особо сильно не будет. Ну, как я себе представляю. Конечно, все можно будет регулировать, но я задумал угол развала 1-1,5 градуса. Когда колесо будет вниз опускаться, угол будет становиться параллелен земле, то есть нулевой. Когда будет подниматься вверх, развал будет увеличиваться. Даже если будет корпус крениться, все равно углы будут в норме. Ну, здесь так все рассчитано. В общем, долго объяснять. Кто в теме, тот поймет. Нарисовал также и ступицу. Она будет из титана. И мы сегодня начнем ее делать. А проставку сделаю из магния, чтобы она не увеличивала вес. Это поворотный кулак. Он такой весь плоский. Но здесь все рассчитано. То есть вот это вал крепится к поворотному кулаку. Здесь ШС крепится через коническую проставку. Возможно, тоже из титана сделано. Верхний рычаг будет держать алюминиевый профиль. Вот здесь все это дело под наклоном. И он будет прикручиваться к кулаку. Чтобы я имел возможность разные варианты делать. Если, допустим, с первого раза не получится, углы будут не такие, плохая управляемость, я переделаю. Но переделаю всего лишь эту планку, а не весь поворотный кулак. Который я хотел сначала с магния делать, а потом вот подумал, что лучше с D16T возьму плиту. Магний у меня есть, подарок от подписчика. Вот такие примерно блинчики. И побольше есть. Но оно подходит все впритык, и они круглые. Крепление к раме будет следующего вида. Крепиться к трубе вертикальной. Не к продольным трубам, а к вертикальным, но близко к продольным. И вот таким образом. Ушки нарежу, чик-чик. Не знаю еще, какой я стапель буду делать, и буду ли я его делать вообще. Может быть, я как-то станочными инструментами буду все это дело измерять. Различными уровнями станочными. Так тоже возможно, я думал об этом. Но, конечно, лучше сделать стапель. Помнится, я вас предупреждал, что хочу делать частично на вазовской комплектухе. Вот закупил полуфабрикаты. Это все с переднего привода, друзья. Каждая эта деталь будет облегчаться и, возможно, изготавливаться заново из того же титана, к примеру. Ось вот эта тяжелая можно изготовить полегче. Ну, либо облегчить. Тут много мяса лишнего. Но концепция останется. Все подшипники, все вот это вот дело можно будет заменять. И даже ступицы можно менять будет на железные, потому что они будут обладать ровно той же геометрией. Просто иначе я не знаю, как делать, ребята. Это надо все заново проектировать, получается. Надо подбирать подшипники, все равно ехать, что-то покупать. Потом, получается, надо не ошибиться с размерами тех же подшипников, тех же валов.
чтобы не сделать сильно тонкие или сильно толстые, например. Тут я знаю, что вот, к примеру, вот этот приводной вал, он может выдержать очень многое. И я знаю, что его можно облегчить. Например, сделать опять же из титана и плюс сделать тоньше. Потому что работать он уже не будет в таких жестоких условиях, как на обычном авто. Во-первых, на обычной тачке есть маховик, а у мотоциклетного двигателя его нет. И уже рвать сцеплением и маховиком мы привода не будем. Там все будет достаточно плавненько трогаться, потому что такой жесткости нет, хотя и под 200 сил. Еще будет меньший диаметр колес, то есть колеса будут вращаться быстрее при той же скорости, а крутящий момент на них подаваться будет меньше. Это еще один довод в копилочку уменьшения мощности приводов. Но это еще не все. Так как будет стоять дифференциал повышенного трения, то крутящий момент никогда не будет передаваться на одно колесо весь. Он будет распределяться более-менее равномерно на два. И опять же привода могут быть немножко тоньше из-за этого. Так что валы приводов, скорее всего, придется изготавливать самостоятельно из более легкого металла. Да, и еще его можно поменьше сделать, если металл будет достаточно прочный. И по-любому будет какая-то другая длина. Потому что длина у меня вроде бы как своя получается, хотя она все равно близка к вазовской базе. Не знаю, как так получается. Вроде машинка будет одноместная, маленькая, но она не будет вширь раздаваться. А наоборот, колеса будут торчать. Вот это передний шрус будет облегчаться. Это задний шрус. С задним шрусом я уже экспериментировал. Купил, кстати, весы под это дело 5-килограммовые. Весит он 2200, грубо говоря. Я уложил при экспериментах в 1,5 килограмма. Я считаю, это неплохой результат. Смотрел, сколько весит от Формулы 1 каждый вот этот шрус в сборе, приводной вал. Около 2 килограмм. То есть, а у меня сейчас одна только вот эта бобина больше 2 весит. Также взял сальнички. Так как дифференциал надо будет в корпус упаковывать, должна быть смазка там внутри. Тоже стандартные вазовские, двухсторонние, в одну и в другую сторону. Взял сразу 4 с запасом. Ну и что еще интересного? Да ничего тут особо интересного нет. Всякие колечки, болты и так далее. Так что все это еще будет перетачиваться, облегчаться. Эта ступица будет чисто из титана сделана. Ну, а приводную из-за шлицов я еще подумаю. Может, не буду трогать, просто облегчу. Да, друзья, долго? Очень долго. Ну а как вы хотели? Как вы хотели делать серьезный проект? Да еще и по полной тратиться на титан и на другие качественные, хорошие материалы. Я себе просто не прощу, если все досконально не продумаю, ну хотя бы по максимуму моих возможностей, на что я способен. Я хочу именно реализоваться вот в этой машинке, потому что здесь много токарки, много всяких расчетов, сложная ходовка. Заднюю, например, я еще даже пока не начинал проектировать, хотя уже все есть. Но уже собираюсь что-то точить на токарном станке. Все будет делаться, как некоторые из вас хотели и говорили: Игорь, ты, пожалуйста, не спеши, делай лучше кайфово. Вот так мы и будем делать эту тачку. Короче, ладно, хватит болтовни, надо начинать работать. Берем. Что берем? Магний? Или титан? Титан ВТ8, кстати. Как вам такой металл? В общем, что-то берем из этого и идем. Ну что ж, в очередной раз и исключительно для вас, ребята, почистил свой токарный станочек. Есть у меня, конечно, надежда, что вы меня похвалите за это. Но обычно это работает так. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну ладно, ставим болванку. Все-таки решил делать титан. Шпильки вместо болтов будут. И будут тоже титановые, поэтому все вкрутил для измерений веса. Подшипник весит 400 грамм. И эта величина неизменная, останется. А все остальное 2400 примерно весит. Все, запоминаем эту цифру. Выставился по индикатору. Все ровненько теперь вращается. Можно центровать. Сверлить буду на самых маленьких оборотиках. Хотя бы пока не прицелится, не набьет лунку. Естественно, никакого торцевания здесь невозможно произвести. Поэтому, если вас настоятельно учили торцевать обязательно детали,
перед началом центрования. Ну, как видите, не всегда это возможно осуществить. Например, вот в данном случае, с таким вылетом детали. Но обратите внимание, если делать аккуратно, то процесс идет даже вот в таком опасном положении. Так, ну все, готово. Честно говоря, делал очень долго, потому что, боялся сломать центровку. Я их не ломаю обычно никогда. А очень малые обороты. Нажимал нежно, на малых оборотах, вот оно долго и длилось. Для начала, я думаю, нужно отрезать кусок под 2 заготовки. Можно даже выбрать вот эту часть на второй заготовке. Вот так отмерить. 1, 2 и отрезать для дальнейшей обработки. Ну что, пойдет процесс или нет? Резец китайский, хороший, отрезной. Очень даже неплохо идет. Только вот станок не тянет. Надо, значит, на передачу включить и навалить ему. Все, пошло дело, друзья. Вот так у нас обрабатывается титан. Я думаю, гусарствовать не буду, буду в разбежку делать. Обрабатывается просто прекрасно. Чуть не забыл сделать базу, за которую буду зажимать при обработке. В общем, решил делать за одну установку, поэтому сразу сделаю зауженную базу под вот этот размерчик и буду за него хвататься. А вот это все, вот это и под подшипник диаметр будет сделан за одну установку. Это очень круто, не правда ли, друзья? Пробую пластины, которые Леха подарил мне. Это сандвиковская пластина по титану. Как раз потом, почем надо. Долго они лежали, но вот их время пришло. Вроде бы работают отлично, насколько я могу судить. Быстро пилить нельзя, ибо полотно сразу, можно сказать, мгновенно сгорит. О, неужто все? Держится на каких-то молекулах. Но держится. А оно все еще тяжелое, друзья. Я думал, будет легкое, если честно. 2 заготовки под ступицы готовы. Под вот эти детали. А теперь, друзья, мы отрежем с вами 2 заготовки под вот эти детали. 1 и 2. И у нас что-то совсем наша болванка уменьшится. Ну, для того она и покупалась, чтобы перетереть стружечку. Просто пока все налажено, деталь стоит в станке, центровка рядышком лежит. Можно сделать эту операцию. Потом быстрее дело пойдет. Беру максимальную стружку на грани дробления. И буду снимать на грубометалл. А потом отрежу. В общем, это то время, на которое все равно придется потратиться, друзья. Придется отдать его. Поэтому буду потихонечку вот так постепенно делать, как мне удобно. Процесс идет.
Чувствую себя, как будто на заводе Бугатти сейчас работаю. Точу титан. Очень хорошо точится, друзья. Очень мне нравится. Под 1000 мегапаскаль у него. И со сталью 45, если сравнить, у нее где-то 450-500 мегапаскаль прочность. Вот. Ну и что? Ну и жаропрочный он до 450 градусов. Вот так. Это жестко. Такая немножко своеобразная разметка, предварительная. Как я вам уже ранее много раз говорил, пока идет токарка, можно много о чем подумать. Например, смотрю, что остается довольно-таки приличный кусок титана, который мне было неизвестно куда использовать, но теперь все-таки я думаю сделать с него еще и задние ступицы. Сделаю сначала вот так, без шлицов, ну а потом, уже когда придет время думать о шлицах, тогда я их и нарежу. Потому что вот эта деталь, она как бы тоже весит целый килограмм, и хотелось бы ее облегчить. Вообще задок надо сильно облегчать, потому что он и так тяжелый получается. Там двигатель будет, там я буду ближе к задней части сидеть. В общем, развесовочка намечается не 50 на 50. Ну, может быть, мы как-то скорректируем еще это дело. Пришло время брать стружечку побольше. Резец поставил настоящий проходной. Не проходной упорный, а чисто проходной. Ну что сказать, берет неплохо. Смотрите, какой съем. Около 12 миллиметров с диаметра. Еще лучше пошло. Добавил подачу, увеличил в 2 раза. Надоело баловаться, короче говоря. Надо работать. Эх, как красиво идет. В общем, лайфхак вам хочу показать, ребята. Следите внимательно. Зачем нужен вообще вот такой резец? Видели, как он здорово берет? Но это не единственная его польза. Смотрите, все пользуются вот таким проходным упорным резцом. У него, точнее, у этих пластинок изнашиваются вот эти грани. А этот резец, вот этот, он использует вот эти грани, то есть те, которые не участвуют в этом резце. И мы буквально продлеваем срок службы пластины в 2 раза. Хочу попробовать другую пластину, может лучше пойдет. Так что если вы еще не выкинули все свои изношенные пластины, можете достать их из коробки и закупить резец, поставить и работать. Причем таким резцом можно чисто драть, он еще и дольше стоит, потому что угол больше. Но он не универсальный, так как не может делать углы 90 градусные. Это чисто проходной вариант. Ну, как видим, и эта пластина отлично берет. Даже лучше. Не так завивается, лучше стружколом работает. Конец уже обнаглел, беру сверхжирную стружку, где-то 0,2 мм за оборот и 16 мм за проход. То есть вот как-то так это выглядит, друзья. Да еще и при том по титану и не самому слабому титану. Но обрабатывается хорошо, что уж тут говорить. Надо немножко отдохнуть, переосмыслить, что делать дальше.
Не, вы видели? Нет, вы видели? Вот эта стружка, это уже пошла обработка на всю пластину. То есть здесь ну примерно 12-13 миллиметров на сторону. Это жесть. Пока токарил, пришли мысли, что лучше эти две детали частично сделать в размер. То есть вот эту часть сделать уже в размер, а потом разрезать и обрабатывать. Поэтому с титаном на данный момент пока что все, друзья. Слишком много уже токарки было, я сам в шоке с этого видео. Так как решил все 6 деталей делать сразу, на титанчике мы пока что остановимся, чтобы сильно не затягивать. Покажу вам еще пару моментов. Принес из дома макет деревянный, чтобы показать вам, как работает передняя подвеска. Вот смотрите, выполнено все на гвоздиках, все легко меняется. Точки крепления можно как угодно переставлять и на раме, и на поворотном кулаке. Вот это он как раз таки поворотный кулак. Ну а это набор из палок, которые имитируют колесо. Вот та часть, которая контактирует с дорожным полотном. Единственное, что здесь не соответствует чертежу, это то, что я установил сразу под неким углом, под неким отрицательным развалом. Пока что все схематично, но чтобы показать, вам хватит. Вот так это выглядит. Если мы разогнались и начинаем поворот, то наружное колесо у нас сжимает подвеску. Здесь у меня, кстати, плюс-минус 3 сантиметра, то есть 6 сантиметров ход подвески будет всего лишь. Но, тем не менее, на ровной дороге, я думаю, это будет достаточно. Вот так мы сжимаем. И видим, что вот этот угол, он увеличивается. То есть даже под наклоном, даже если весь кузов накренится, у нас не будет контакта с асфальтом вот этой частью. То есть все равно контачить будет где-то здесь, и так как оно сдвигает туда, вот тут более-менее хорошее пятно контакта будет. Конечно, лучше всего, чтобы оно было ровное, но ровным его просто-напросто не сделаешь. Потому что не только колесо ходит вот так на подвеске, еще и сам кузов кренится, и здесь много паразитных углов возникает. Все это нужно учитывать. Теперь давайте посмотрим, что будет, если двигать колесо вниз. То есть это то колесо, которое должно отрываться, внутреннее колесо. Оно тоже не должно на ребро становиться. Хотя вот так как оно сейчас стоит, оно фактически уже на ребре. Но смотрите, что происходит. Мы двигаем вниз. И оно уже не на ребре. Оно уже опять же начинает вот этой частью цепляться. И сдвиг идет в эту сторону. Ну, правильными словами, друзья, я не знаю, как вам объяснить правильными терминами, но вы должны видеть сами, как это работает. Здесь желательно, чтобы угла никакого не было, но его, скорее всего, не будет, потому что кузов тоже будет крениться. И смотрите, что произойдет, если я накреню немножко кузов. Вот так я его накренил, и все здесь стало ровно. Уж на эту величину он точно будет крениться. Тоже можно по схеме пробовать кренить, то есть делать давление на колесо и здесь искать точки, где компенсируется. То есть чтобы крена вообще не образовывалось никакого. Я вам даже могу это продемонстрировать. Вот у нас идет давление на колесо. Если я здесь прилагаю усилия, то есть здесь где-то центр тяжести, допустим, то смотрите, что происходит. Подвеска сжимается. Если здесь, подвеска сжимается в обратную сторону. Но если вот где-то здесь, как ни дави, то ничего никуда не сжимается. И соответственно на некоторых автомобилях, которые очень правильно спроектированы, центр вращения подвески совпадает с центром тяжести. На них вообще можно избежать или сделать минимальный стабилизатор поперечной устойчивости. Мы, скорее всего, будем его делать. Навряд ли я так уж прям угадаю с развесовкой. Ну, как видите, стремлюсь сделать все правильно. А еще, друзья, я очень сильно надеюсь, что вы в комментариях
объясните мне, как делать правильно. На этом, друзья, почти все. Почему почти? Потому что хочу показать вам еще одно приобретение. Значит, смотрите, у нас же пушка-гонка, правильно? И вы знаете, что у меня есть вот такие колеса. Это слики. Они мне очень нравятся по размеру, но они не новые. Но, ребята, я нашел новые. Вот, смотрите. И это не абы что, это реально гоночная резина. Это Yokohama Advan, друзья. А005. Я, честно говоря, просто счастлив, что удалось их купить. Ранее я даже не мог найти где. То есть наверняка их как-то можно заказывать, но в прямой продаже их просто нет. Но, друзья, есть один нюанс. Вот, видите, эти колеса немножко меньше по размеру, они низкопрофильные, эти чутка побольше. Они все равно не здоровые, не такие, как какие-нибудь 18-е, 20-е, но все равно уже приличного размера. По наружному диаметру они приближаются к классическим колесам, то есть нашего заднеприводного ВАЗа. А эти, они сильно меньше, у них 515 мм диаметр. Наверное, я тачку буду рассчитывать под них. То есть делать ее максимально низкую. Ну а если поставлю эти колесики, она просто будет повыше. Вот и все. Вот такие вот интересные новости, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. А в следующем видеоролике мы продолжим точить титаниум.